опять ты, блядь, ебучий интроверт. Отъебись нахуй уже от меня и уйди с моей квартиры, блядь. Игра начинается с самого обычного дня, самого обычного школьника. Нас сразу же знакомят с главным персонажем. Погоди, что там в окне, блядь? Не понимаю. Это же мой телеграм-канал. Кстати, подписывайся, там классный контент и иногда проходят розыгрыши. В общем, по итогу мы достаем телефон и залипаем в игру, которую скинул нам друг. Ну и чё это за хуй? Следующие 5 минут геймплея мы благополучно готовим, убираемся и делаем различные дела по дому. Ты, блядь, чё мне не помогаешь, уёбок? Ну да, блядь, все самим нахуй крутить. Никакой нахуй помощи от этого долбоеба. Дальше нас просят поискать потерянную расческу и ни в коем случае не залезать в духовку. Но я был бы не я, если бы это не сделал. Ой, я же говорила не заглядывать туда. Отвернись. Дни постепенно стали превращаться в недели, незаметно пролетели месяцы. И вот ты уже даришь Мите свой заветный подарок на Рождество и каким-то образом оказываешься внутри игры. Где я? Знакомое место. Я в этой игре? Ну вот, пожалуйста, доигрался ты в игрушки в телефончике в своем. Потом мы выполняем абсолютно скучные квесты на собирательство айтемов для починки какой-то машины. Клишированно что-то идет не так, и наш аппарат вырубает все электричество в доме, создавая очень страшную атмосферу. Естественно, мы все быстренько приводим в норму, и тут появляется она. Все больше и больше игра знакомит нас с Митой, все больше и больше показывает неловкие моменты, которые на что-то намекают. Ну и создается ощущение, что Мита не очень-то уж и положительный персонаж. Происходит конец первой главы, в котором мы узнаем главную тайну всей игры, в которую мы попали. Теперь наша задача выбраться из нее любым возможным способом, ну и не умереть. Теперь, когда я кратко обрисовал все начало сюжета, стоит поговорить о самой игре. Видно, что в игру была вложена душа. Невероятная, непередаваемая сказочная атмосфера. Лично мне игра очень сильно напомнила Stray. Хоть сеттинг в играх довольно разный, но сюжет для инди-игр очень интересный. А главное, он вызывает у тебя эмоции. Лично я проходил игру на стриме и прошел буквально на одном дыхании. Не было такого ощущения, типа, поскорее закончить игру. Задумка сюжета вроде максимально простая и линейная, но за счет опять же сеттинга, игра наливается новыми красками, которые повышают интерес к прохождению. Не могу сказать, что все главные лица в игре прописаны хорошо, но ко всем версиям Миты ты практически сразу же проникаешься. Что не скажешь о главном герое игры, который как бы должен представлять нас в этой игре, но зачем-то для него все равно добавили озвучку. И получается такая ситуация. Основные сюжетные вопросы спрашивает главный герой, а второстепенные никем не озвучиваются. Я считаю, что нужно либо было озвучить и второстепенные диалоги в том числе, строить уже полноценного персонажа, либо не озвучивать ничего и сделать персонажа полностью немым. А то получается так, что персонаж есть, его главные реплики есть, а эмоций второстепенных диалогов попросту нет. Скучновато и однообразно играть за такую закрытую личность, что не скажешь о Мите. А что мне делать? Куда откроется дверь, туда и пойду. Главный, так скажем, злодей тоже очень интересно сделан, ведь по сюжету это даже не личность, не персонаж, а блуждающее нечто, которое появляется в касценах. Для инди-игры сюжет очень сильно трогает, и мне лично, как человеку, который любит AAA игры и готов за них душу продать, очень обидно, что некоторые инди-проекты получаются в плане прописанности сюжета лучше, чем AAA. Но не будем о грустном. Давайте поговорим о визуальной составляющей игры, которая мне на удивление понравилась. Я не любитель рисованной графики и напоминающий мультик, потому что дрочу на реализм и красивую картинку, для которой нужны адронные коллайдеры. Но эта игра в плане визуала произвела на меня приятные впечатления. Очень классная картинка, присущая инди-игрушкам. Но тут она меня почему-то цепанула, и это точно не из-за анимешных девочек. Кстати, забавный факт. Эту игру я увидел на просторах интернета и не знал, что это хоррор. Начинал играть с ощущением, что это какой-то говорящий том. Но потом я, конечно, все понял. О картинке даже особо нечего сказать. Потянет игру практически любой
любая печка на начало 25 года. Так что неудивительно, с оптимизацией в игре проблемы тоже нет. Игра состоит из большого количества актов, и каждый акт раскрывает определенный аспект или характер персонажа. Каждый акт игры пропитан определенным настроением и каким-то сюжетными поворотами, а также кишит мелкими деталями, которые дополняют игровой процесс. Существует также множество различных кастомизаций, костюмов на Миту и прочих ее личностей. Ну и конечно же авторские моды на скины. Тут лучше не буду показывать количество откровенно пошлых модов, потому что в основном только такие на Миту и делают. Отдельно хочу выделить комьюнити игроков данного проекта, на которых почему-то постоянно жаловались. Я решил лично изучить эту проблему и так и не понял, а где минусы, что на Миту все дрочат. А если серьезно, понятное дело, что из-за широкой огласки Мисайд среди стримеров, блогеров и прочих, в игру понабежало много пубертатных детишек, желающих близости, и чтобы Мита сама проявляла инициативу, а еще можно с наручниками. По итогу Мисайд реально классный проект с заделом на будущее, с действительно интересным лором и талантливыми разработчиками у руля. Надеюсь, что у игры все будет отлично и она будет развиваться только вперед. При должных манипуляциях игру можно будет продвинуть еще дальше и выйти на еще более хороший уровень в инди-проектах. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Надеюсь, вам понравился такой формат видео, и пишите комментарии, ставьте лайки, а главное, про мой ТГ не забывайте.